Зачем искать фермерское молоко, чтобы сварить сыр, когда в магазине его сколько душе угодно? Хотите узнать ответ на этот вопрос? Тогда смотрите это видео до конца. Как обычно, будем разбираться в этом вместе. Всем привет! Вы на канале онлайн-школы домашнего сыроделия Cheeselab, и я ее преподаватель Светлана. Мы очень часто получаем вопросы в комментариях, а можно ли приготовить домашний сыр из магазинного молока? И сегодня вы все увидите своими глазами. Мы возьмем магазинное молоко, вот такую упаковку, да, и фермерское молоко, и попробуем приготовить самый простой, самый наглядный сыр адыгейский. Сделаем сравнение, посмотрим выход, посмотрим внешний вид, поэтому давайте сварим вместе из разного молочка и убедимся, какое же молочко лучше. Если у вас есть кастрюля, дуршлаг и молоко, вы тоже можете готовить домашний сыр. Просто приходите на бесплатные занятия в онлайн-школу домашнего сыроделия Cheeselab, где под руководством квалифицированных специалистов сделаете свои первые шаги в мире сыроделия. Просто переходите по ссылочке в описании, оставляйте свои контактные данные и до встречи! Итак, для чистоты эксперимента мы берем вот такое, я беру магазинное молоко, 3,5%. То есть, чтобы вы понимали, да, это бутилированное молоко. Но так как у нас в бутылках неровное сейчас количество, не кратно литрам, там где-то 0,9, где-то 0,93 миллилитра и так далее, литра вернее. Вот, поэтому я буду ориентироваться на рисочки, ровно, чтобы было одинаковое количество молочка и фермерского, и магазинного. Так, сейчас вливаю. Сделаем и там из 2 литров молока. Так, не уверена, что это 2, поэтому это точно не 2. Так, вот здесь рисочка. Буду ориентироваться на нее. Итак, у меня ушло 2,5 бутылки. Такие сейчас маленькие, 0,850 даже. Поэтому, то есть рисочку я вот здесь вот так до 2 литров ровно долила. Для одинаковости мы будем четко замерять температуру. Вот он термометр. Я отмерила четкое количество закислителя. И буду ровно такое же количество на начальном этапе использовать и потом для фермерского молочка. Нагреваем и постоянно помешиваем. Пока у меня нагревается, я приготовлю две одинаковые формы для сыра. Буду в них делать 2 разные партии. Все, останавливаем нагрев. Так, фиксируем температуру. Так, 82 градуса. Отключаем плиту и вносим закислитель. Ненадолго оставляем и ждем, когда поднимутся хлопья. Так, все, сырочек отошел, сыворотка стала прозрачная. Так, перекладываем наш сырочек в форму. Оставим пока стекать и будем готовить из 2 литров фермерского молочка. А теперь повторяем все то же самое с фермерским молочком. Нагреваем ровно до той же температурки, постараемся. Все, догрели. Вот у нас 82,3, ну немножечко на 0,3 градуса отличается. Все. Повторяем все те же процедурки. Все, сыворотка стала желтая, прозрачная. И также сейчас перекладываем в форму для сыра. Забираем остаточки. Сейчас переставлю стекать и далее посмотрим результат. Ну что, сырочек наш готов, он остыл. Это
головка у нас из магазинного молока, это из фермерского молока. Давайте делать анализ. Первое, что бросается в глаза по внешнему виду, то форма сыра из магазинного молока маленечко неровная, такая кривенькая, и достаточно гладенькая получилась вот из фермерского молока. По весу я взвесила, и у меня получилось, в принципе, примерно один и тот же выход, то есть одинаковый, так как магазинное молочко у меня было 3,5-4,5%, то есть оно не нормализованное, да, то есть оно просто цельное, видимо, молоко было. Вот, так же, как и фермерское. Фермеры заявляли мне, что у них молоко 3,9-4,5. То есть примерно одинаковая жирность, и она дала примерно одинаковый выход. То есть это головка 330 грамм, это 340. Ну, я считаю, что это одинаковый результат. Результат, в принципе, хороший для достаточно, ну, такого нормального жирненького молочка. Получается почти там 16-17%. Сейчас я сделаю разрез, и мы посмотрим, что внутри. В принципе, я не знаю, видно, не видно. По консистенции достаточно плотненький, хороший сырочек из магазинного молочка получился, с небольшими там отверстиями, ничего страшного. И также однородный, плотненький, хороший, ну, более однородный, наверное. Ну, в принципе, не могу сказать, что он прям сильно отличается, но да, они внутри по разрезу, ну, вот этот чуть более плотный, да, меньше отверстий, чем вот у этого. Но, в принципе, они достаточно однородные, хорошие сырочки. Какие мы можем сделать выводы? При одинаковых условиях, при одинаковой жирности молока, при одинаковой температуре, одинаковое количество внесения закислителей у нас плюс-минус получился результат очень идентичный. То есть, по идее, можно готовить адыгейский сыр как из магазинного молочка, так и из фермерского, и получается примерно одинаковый результат. В принципе, этот сыр можно готовить легко из любого молока. Единственный нюанс – это то, что головка получилась не очень ровная, маленечко такая, как бы кривая сформировалась, но это опять-таки зависит и от производителя. Я не знаю, что в составе, достаточно ли это натуральный сыр, либо, возможно, может, там какие-то бывают, да, там, как они, растительные жиры, не знаю, утверждать не буду, пишут чистое молоко, но, опять-таки, производители разные, бывают более такие гладенькие, хорошие получаются головочки, бывают более кривенькие, это все зависит от разных нюансов при приготовлении. Что могу сказать в данном случае? Для приготовления адыгейского сыра у нас получился, что результат 1:1. Я бы поставила, в принципе, фермерскому молочку и внешний вид, и внутри консистенция. Я бы 5 четко, там прям твердую поставила. А магазинному молочку я бы снизила, ну, на полбалла за внешний вид. Все остальное, в принципе, и вкус, и консистенция у них получились, и выход, да, получился одинаковый. Единственное, учитывать нужно, что для приготовления сычужных сыров, там, где у нас в процессе уже работают закваски, ферменты, у нас не пойдет уже магазинное молочко, потому что магазинное молоко проходит стадию высокотемпературной пастеризации. И оно не сможет работать у нас в дальнейшем с ферментом. Поэтому для простых сыров, в которых мы не используем ферменты, не используем закваски, мы можем смело и легко использовать как магазинное молочко, так и фермерское. То есть, в принципе, сырочек мы получим прекрасный, хороший, такой замечательный сырочек и быстрый. Главное, что для всех остальных случаев, для всех остальных сыров, где более сложные, какие-то моцареллы, твердые, полутвердые, гауды и так далее, там, где везде, где используется фермент, мы используем только фермерское молочко. Если у вас есть кастрюля, дуршлаг и молоко, вы тоже можете готовить домашний сыр. Просто приходите на бесплатные занятия в онлайн-школу домашнего сыроделия Cheese-Lab, где под руководством квалифицированных специалистов сделаете свои первые шаги в мире сыроделия. Просто переходите по ссылочке в описании, оставляйте свои контактные данные и до встречи!
Наш вам совет: все-таки найдите, пожалуйста, фермерское качественное молочко, если вы на самом деле хотите получать качественный, вкусный, домашний, натуральный сыр. В любом мегаполисе можно найти без проблем молоко, и у нас на канале даже есть ролик, где мы подробно рассказываем, как же это сделать. Ссылочку на него мы оставим в описании, поэтому переходите по ней и посмотрите, как лучше это сделать. И тогда перед вами откроется волшебный мир сыроделия, в котором вообще нет границ для творчества и различных вкусов. А мы вам в этом постараемся помочь и сориентировать, и сделать первые шаги. С вами была Светлана, и давайте удивлять близких вместе.